Знаете, есть у нас одна история. Хотите, мы вам ее поведаем? Тогда устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем свой рассказ. На бескрайних просторах реки Волги, в тихом небольшом поселке, в одном из этих домов, в живописном месте и недалеко от леса, жила-была девочка со своими родителями. Она, как и все детки, ходила в садик, и ей было 5 прекрасных и беззаботных лет. Это была веселая, красивая девчушка с очаровательными длинными косичками. Однажды, в выходной день, когда родители были дома, девочка отпросилась у них поиграть с друзьями во дворе. Родители иногда выглядывали в окошко и в целом были спокойны, зная, что она недалеко и под присмотром. Спустя некоторое время они в очередной раз выглянули в окошко, но свою девочку они не увидели. Немного забеспокоившись, вышли во двор. Соседская ребятня уже расходилась по своим домам. На вопрос, не видели ли они, где их дочка, внятного ответа так и не получили. И тут мама закричала: Она пропала! Начались поиски ребенка. Равнодушным не остался никто. Соседи, родственники, друзья, милиция. Все искали девочку с красивыми длинными косичками. Искали день, 2, неделю. Но поиски так и не давали никаких результатов. Прошел месяц долгих и мучительных ожиданий. Наступило 1 сентября, День знаний. Когда родители с гордостью отправляли своих детей в школу, а первоклашки радостно несли свои первые букеты цветов, Девочку нашли в этом самом лесу, в 100 метрах от своего собственного дома, истерзанную, изнасилованную, прикопанную землей. И привязанную к дереву своими красивыми длинными косичками. Несколькими днями позже выяснилось, что убийцей и насильником оказался их сосед, которого они прекрасно знали. От такого горя и ужаса мама девочки чуть не сошла с ума. Она долго восстанавливалась, лежала в больницах, а папа девочки всегда был с ней рядом и поддерживал ее в самый сложный и тяжелый период времени. Ну а эту тварь, которая так жестоко и по-зверски расправилась с ребенком,
посадили всего лишь на 12 лет, которые он уже отсидел и вышел на свободу. Несправедливо. А как сложилась судьба этого убийцы? Неизвестно. Да, в общем-то, и неинтересно. Спустя какое-то время, оправившись от горя и шока, родители решили завести еще ребенка. И это чудо случилось. Появился на свет мальчик. Радость и отдушина. Но и в этот раз судьба нанесла им жестокий и непоправимый удар. Мальчишка в жаркий день решил искупаться в бочке, что стояла в их огороде, и утонул. И вот уже от этого горя мама так и не смогла оправиться. И вскоре умерла. А отец больше не смог здесь оставаться жить, где все ему напоминало о прошлом и о пережитых событиях. Он уехал, и больше о нем никто ничего не слышал. К сожалению, эта история на реальных событиях, и произошла она в этом поселке какое-то время назад. Берегите себя, своих детей и своих близких.